Древнейшие предки современных представителей семейства кошачьих появились на Земле несколько десятков миллионов лет назад. Палеонтологи обнаружили, что именно в этот период населявшие нашу планету потомки насекомоядных животных в процессе эволюции разделились на несколько групп. Как выяснилось, уже тогда этим животным были присущи некоторые биологические черты, которые мы можем наблюдать у современных млекопитающих. Представителями одной из этих групп, названной миоцидами, суждено было стать прародителями всех известных ныне семейств хищников. Они отличались от своих насекомоядных сородичей прежде всего большими размерами черепа, и, вероятно, не без оснований ученые предполагают, что мозг миоцидов был устроен значительно сложнее. От миоцидов произошли две ветви кошачьих – неофилиды и палеофилиды. Обе они возникли примерно в одно время, около 30-40 миллионов лет назад. Ветви палеофилидов, представленные немуравьиными и древними саблезубыми кошками, просуществовала около 30 миллионов лет, после чего по неизвестным причинам исчезла. Неофилиды продолжали же эволюционировать, и в процессе этого развития примерно 20 миллионов лет назад появился хищник, названный палеонтологами Псидалирус. Данное животное уже во многом напоминало современных кошек. Псидалирус был не крупнее рыси, но при этом отличался быстротой и силой и добывал себе пищу охотой на более мелких хищников. В дальнейшем потомки Псидалирус разделились на две большие группы. В одну из них входили крупные, тяжелые и неповоротливые животные, охотившиеся преимущественно на гигантских травоядных – мамонтов, мастодонтов. Одни из наиболее характерных представителей этой группы ископаемых хищников был знаменитый саблезубый тигр ледникового периода, обладатель огромных клыков. Саблезубые кошки вымерли приблизительно в одно время с гигантскими травоядными, около 10 тысяч лет тому назад. Другая группа потомков Псидалирус была представлена быстрыми, ловкими и гибкими животными, которые и стали предками современных диких и домашних животных. Очевидно, они были более приспособлены к изменениям условий окружающей среды, что помогло им дожить до наших дней. Представители данной группы развивались в трех направлениях, что привело к появлению трех ветвей семейства кошачьих: крупные кошки, львы и тигры, леопарды и ягуары, мелкие кошки разных размеров и окрасов, в том числе и домашняя кошка, а также гепарды, представляющие собой отдельную эволюционную ветвь. Предполагают, что кошка была домашняя более 6 тысяч лет тому назад. В разные периоды истории отношение к ней было различным. Жители Древнего Египта почитали кошек как святые. В средние века этих животных провозглашали порождением сатаны и безжалостно истребляли. Но несмотря ни на что, кошки вновь заняли свое место в домах людей. Ученые полагают, что единым предком всех известных ныне пород домашних кошек является североафриканская среднеазиатская степная кошка. Это животное было домашним в Древнем Египте около 4000 лет назад.